Всем снова привет, с вами Килон, это 20-я серия прохождения Premonition. Пойдем спустимся вниз. Сейчас на нас нападет там, скорее всего, та чувиха со странными вообще способностями исчезать. Да? Хорошо, что здесь сохранение есть. Давай сохранимся. Эй. Он взял и дверь открыл. Ну, молодец, Йорк. Давай вернемся назад все-таки и сохранимся. Вот. Пойдем. Я надеюсь, я от нее смогу как-то убежать. Я не хочу с ней драться. Вот она. Сволочь это. Ой. Ну я вообще, короче. Фак. Йорк, может нам лучше убежать? Назад, допустим, нет? Ой, сейчас опять на нее набежал. Нет, тут тупик. Придется с ней опять драться. О, боже, Йорк, ну ты вообще дебил. Давай подлечимся, хватит кашлять. 3 часа перед... Почему нельзя перезаряжаться и одновременно бежать? Нет, нужно как дебил кашлять потом 3 часа. Угу. Ладно, пойдем. Бежим, точнее, вот сюда. Будем так отстреливаться. Я не знаю, криво, конечно, блин. Нацеливайся, блин, давай. Да блин, нужно мышку переставить на мышку управления. Хотя это делается в начальном экране, когда только игру запускаешь. Так что у меня сейчас так не получится. Фигово очень. Да блин, с этим пистолетиком я ничего не смогу сделать. Как меня раздражает его кашель, это просто пипец. Я уже жду ее. Блин, не там ждала. Доходяга, блин. Умирай, короче, ты мне надоел. Умирай, не буду драть ничего. Быстрее, пожалуйста. Зачем мне показывают его ноги? Угу. Потому что стрелять надо нормально. И не кашлять. Так, что там с пистолетами вообще? Это совсем, что ли, плохо? Видимо, да. У нас там не было комнаты? Нет. Ладно, блин. Очень фигово, что, блин, придется вот таким пистолетиком отстреливаться. Сейчас я посмотрю в настройках, нельзя поставить мышку на управление на время. Нет. Ладно. Придется корячиться с геймпадом. Что, будем вот так ждать здесь, пока она приползет? А до этого стрелять бессмысленно, я думаю. Блин. Как вообще так можно? Все, я ее убила. Я даже не верю в это. Просто нужно было не ждать, а отбегать от нее, когда она наклоняется, и все. О боже. Я столько патронов потратила. Ладно. С нее даже ничего не выпало. Окей. Пошли туда.
Надеюсь, к нам больше никто не будет приставать. Давай возьмем нож на всякий случай. У нас его нету. А почему я думала, что у нас есть нож? Я не знаю. Ладно. Опять? Да ты шутишь. Ладно, ждем тебя, давай. Зачем ты прячешь пистолет свой постоянно? Эй. Падай давай уже. Все. Чуть-чуть осталось. Один патрон. Перезаряжайся. Еще чуть-чуть, я думаю. Еще немного, блин. Раздражает меня эта баба. И то, что он пистолет постоянно прячет. Все? Да. Да? Нет, сейчас уклоняться надо будет. Эй, ну ты будешь целиться сегодня? Все. О, господи, это самый геморройный враг, которого я в игре встречала. Опять, ну какого хрена? Я уже не могу. Меня она раздражает, серьезно. Ну давай. Блин, не прячь ты свой пистолет. Буду так держать, чтобы он пистолет не прятал каждый раз. Окей, ждем. Перезаряжайся. Спускайся уже, давай, хватит там лазить. Серьезно. Слишком долго ты что-то сегодня. О боже, это будет долго опять. Тут есть, интересно, какой-нибудь быстрый разворот, я не знаю. А то пока развернешься, так очень долго это все. Нужно в голову ей стрелять, а я куда-то не совсем, я в ногу попадаю постоянно. Чё, правда?
Я думала, она сначала спустится с потолка на стену, потом нужно будет уклониться, только потом я ее убью. Я надеюсь, это было последнее, да? Я не хочу... Ой, ёшкин кот. Фак. Прикинь, она меня сейчас убьет. Нифига, не надо меня убивать. Эй. Йорку плохо совсем. Так, давай спрячемся. Тут что-то вообще хреново, ладно. Так, аптечка. Окей. Так, целься. Да умирай ты, господи. Как же ты меня задолбала. По-моему, у меня кончились патроны, нет? Так, целься, ты чё? Блин. Я убила его, нет? Да. Все, я не хочу больше никаких врагов. Отпустите меня назад. Такая долгая лестница, что-то вообще. Боже, я хочу домой. Нет, я спать здесь тоже не хочу точно. Выпустите назад меня. Почему нет? А, потому что там замок надо убрать. Окей, сейчас. Сохранимся, давай. Спать я здесь не буду ни в коем случае. Сейчас кейс посмотрим, что там. Может, у нас там патроны есть. Забрать. Из предметов огурцы лежат. Старые огурцы, по-моему, еще из первых серий где-то. Окей, это что? Побриться можно. Нет, давай не будем здесь бриться. Я здесь не хочу ничего вообще делать. И переодеваться тоже не будем. Потом переоденемся. Эй, блин. Опять. Я уже туплю. Так, давай. Да блин, Йорк. Что такое? Ну, выходи. Все, домой, домой, быстрее. Опять замки. Кто повесил эти замки? Еще жив? Ого, как он вообще туда смог подвесить? Открой дверь. Call for assistance with the body. Wait! She's still alive. Она сейчас упадет, мне кажется, на эти колючки и умрет. Diana, don't move. Don't move your hands and stay still. Не успеешь. Все жертвы умирают вроде, нет? George, it's no good. It won't budge. Emily, stand back.
Не успеет. There's not enough time. George, catch us! Упс, сейчас будет пипец. Не успеет. А если не успеет, как он ее схватит вообще? Блин, вообще. Жесткать. Пипец. Огурцы помялись теперь, которые я взяла. Thomas, call an ambulance. What? What? Agent York, George, are you okay? Yes, I'm okay. I think I'm too old to be alive. Diane looks okay too. She should be able to tell us who did this to her. God, I hope so. But you, George, quite a catch. I'm impressed. Hmm? George? Что он там увидел? Diane? У меня даже слов нет, она разговаривает. Прикинь, если она сейчас сама себя убьет и на нее упадет эта штука. Может быть, ее как-то оттуда убрать, нет? Как так, чтобы... Как вообще это возможно? Так переклинить мозг, чтобы... Ладно. Diane! Stop right there, Nick. You're under arrest for the attempted murder of Diane Ames. Сейчас он ему врежет. Don't touch me! О боже. Diane, no! Move! Emily, hurry! А ее не спасли, да? Что за дебилка? Она сама лезла, получается. Умереть хотела, я не знаю почему. Да. Жесть. I requested... Yeah. Thomas will need a body bag, too. Какой-то бред вообще творится. Их как будто чем-то накачали. Или внушили им что-то перед смертью.
Hear that? Сейчас она что-то найдет, наверное, нет? I think he wants us to follow. Shall we follow, Zach? Странно, что не приученный ни к чему пес что-то учуял. А, мы только что оттуда вышли. Но тут и так видно след кровавый. Зачем нам собака? А мошки от меня летают. Lily is calling for us. А, он в другую сторону нас зовет. Я поняла, почему нас собака зовет. Она приняла нас за своего, потому что от нас мошки везде. И воняет уже, скорее всего. Чё? Откуда здесь собака взялась, если... Тут толстый мужик тут был, что ли? Ну, чувствую сейчас себя в Шерлоке Холмсе. Там в игре тоже была собака, рядом с которой нужно было идти. Только еще за нее управлять нужно было. Чё она... Боже, запуталась. Чё она хочет показать? Мы кругом обошли, нет? И собака. Нормально. Где она? Эй. Собака. Вот она. И куда дальше? Я здесь. Веди меня, господи, хватит стоять. Она закружилась. Я сама уже закружилась. Это кабинет Дианы вроде, или как ее там зовут. Звали, точнее. Ну, по сути, вообще-то нам сюда нужно идти, нет? Хватит это строить из себя собак. Я же вижу, что след ведет сюда. Зачем водить нас по кругу? Сейчас. Тут ничего нету. Окей. Так, ванная полная. А, нет, я думала, там кровь просто. Можно переодеться, кстати. А, что у нас из одежды? Окей. А эту в чистку отправим. Так, стабилизатор. Окей. Так, что-то здесь не то. Собака, где она? Ну? Шкаф? Может быть, шкаф нужно подвинуть? Ну да.
Ну, толкай. Можешь уже не толкать, Йорк. Хватит. Опять вход. И цветочек стоит. Может, этот толстый хозяин его туда ушел? Его там заперли. Нормально? А как он туда Jason. попал? What are you doing in there? York, is that you? Thank God. I can't get this door open. Can you unlock it from your side? Отойди Jason, тогда. stand away from the door. Он сказал, вот сразу выставил. Все понятно. Что он тут делал? Не в то... Короче, не вовремя он тут оказался, чувак этот. Where's Diane? And what are you doing here? I was going to ask you the same thing. Well, let's just say I have my reasons, you know, private reasons. I don't really have to tell you, do I? Даже все Actually, видно, you не do. надо рассказывать. Diane just died a moment ago. What? You're not just a key witness now. You're now a suspect. And you need to tell me exactly what you were doing here. Well, I just came here to talk with Diane, to have a conversation. And I suppose that kiss mark on your cheek is from your conversation. This was just a spur-of-the-moment thing. Which is exactly what killed Diane. Okay. I came here to be with Diane. You happy now? We've been together before, a couple times. It's one of the reasons why I like coming to this town, see? This time is no different. I bumped into her in a bar in Seattle. I had some holiday coming up. Well, so I just took it and I drove her back here. I have a wife, you know, but we've been separated for a while. We're going through a divorce right now, and I don't want her lawyer finding out. Anyway, how could I kill Diane if I was in a room locked from the outside? 2 hours ago, me and Diane, we were taking it easy, drinking upstairs. We were, you know, enjoying ourselves. Then Nick had to show up. Well, then Diane had a sudden change of heart. She locked me up in here. I've just been here, waiting for her to come back, of course, but she didn't. I heard footsteps a couple of times, but they just passed by. Ему повезло, что он жив остался. Well, then I couldn't wait anymore, so I let Willie here out through the window. Then you showed up instead of Diane. Zach, Diane has become the third victim of our killer. And nada from questioning Nick. Nothing. Got no new leads from questioning Nick. He's taken the death of Diane really badly. In shock, the works. He claims to have liked talking with her about art, but he also had a problem with her views about men. He says that they argued, but not at a level that would lead to a murder. They were about to head out to the bar again together, but while he was waiting for Diane, someone knocked him out cold. He has no idea who it was either. Of course, Kaysen looks like a prime suspect, but that door was locked from the outside. There was no other way in or out of that room, which means there is no evidence of his involvement at this time. He did say something else. The footsteps he heard outside the room were not heels, but a man's boots. And Nick was wearing boots. But now that Diane's dead, no one can back up Nick's statement. Which is why we have Nick in custody and have to let Kaysen go free. That seemed like the only option, at least for now. One more thing, Zach. George looked terribly depressed. I guess this case is really getting to him. He's feeling responsible for the deaths of Becky and Diane. Take his rules and confidence away from him?
I wonder what's left. Well, of course, he'd still have muscle. Да, офигеть. Окей. Давай дальше, окей. Zach, let's get back to the hotel. First Anna, then Becky, now Diane. I'm not looking forward to writing this investigation report. Agent Morgan. York. Do you have What a is it, moment? George? There's something I'd like to talk to you about. Do you have any time later? Can't we just do it here? If possible, I'd like to go to a bar. Of course, we don't really have to. A bar? Now that sounds like a good idea. Zach, what do you think? We can go drinking with George, or turn him down and head back to the hotel. Сходим с ним, давай. Почему нет? George, that scar on your cheek. Where did you get it? This? Didn't I tell you? Well, it's not from work. I got it when I was a kid. A childhood injury. Tree climbing? I used to get a few scrapes myself climbing the big tree in our backyard. I used to climb it a lot, and fall out of it a lot. This wasn't anything like that, though. It was my mother. She did it. I'm sorry, George. Don't worry. It's ancient history. The world is flooded with unreasonable violence. The strong overpower the weak, adults over children, men over women, and criminals over their victims. I have no memories of my father. He left before I knew him. My mother would hit me every time I asked why. And it didn't stop there. If I ate too slow, left my shoes scattered around, TV volume too loud, she found reasons to hit me. Hit me bad. The worst was what she called the tree punishment. She'd whip my back with these thin tree branches like a whip. I won't do it again. That hurt, Mama. I'm sorry, please. I'm sorry. Tree punishment was definitely the worst, I tell you. Just hearing those words used to make me shiver and want to pass out. And that's why I didn't want to show you those scars on my back. Every time after the tree punishment, she'd always say the same thing. This is hurting the tree more than it is hurting you. And me, being a naive, dumb kid, I believed her. I went to the woods to apologize to the trees. Kept asking myself, why is she hurting me this way? I thought long and hard about it. In the end, I just figured I'm weaker than her. That's why. It's the law of Mother Nature at work. The strong eat the weak. But now, you have the power to protect the weak. That's right. Perhaps I should thank my mother for guiding me into this line of work. York. I've been an arrogant fool, haven't I? Ну, And немножко. if it weren't for me, both Becky and Diane would still be alive. I could have saved them both. You know, it's almost like they died because of me. You're out of your mind. I invited you to this bar for a drink. But I guess this bar is my confession chamber. And I wanted you to listen. And to tell you, well, you must already hate me
for causing all these problems and not following your orders. York, I'm sorry. I'll follow your orders from now on. You'll have my total cooperation. George, you've been as cooperative as you can be. You even invited an FBI guy to a bar for drinks. You've done a good job protecting this town. And the folks here respect you for that. Nobody can blame you for anything. Thanks. I do feel a little better. Да, пипец, конечно. Вот как профессии людей складываются и из проблем, которые были у них. Ладно, проехали. Меня просто интересует вот эта дама. Она очень странная. У нее черные круги под глазами. И она шатается. Что с ней? Люди здесь много пьют, но приходят сюда по большей части из-за нее. Из-за нее? А может быть из-за нее, из-за той девушки, которая пела? Вряд ли из-за нее. А, из-за выпечки. Господи. Не из-за девушки, из-за выпечки. Кэрол? Ладно, я думаю, в следующей серии мы уже продолжим, потому что время уже подошло к концу. В общем, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем пока.